Дождь только что закончился, когда на кладбище в северном городе Риверстоун началась траурная церемония. Над могилами стелился холодный туман, а люди под темными зонтами молча наблюдали, как в землю опускают гроб Эленор Хейвуд, единственной дочери промышленного магната Генри Хейвуда. По официальной версии, девушка умерла во сне, и никто не сомневался в заключении врачей. В тот момент, когда служитель собирался завершить обряд, из толпы неожиданно вышел мужчина в выцветшей рабочей куртке коммунальной службы. Его звали Рафаэль Морено. Он выглядел растерянным, промокшим и совершенно неуместным среди дорогих костюмов и черных платьев. Но в его движениях чувствовалась отчаянная решимость. Рафаэль был человеком, которого обычно не замечают. Он много лет убирал улицы этого города и привык оставаться тенью. Однако именно он не мог молчать. Он знал Эленор иначе, чем большинство присутствующих. Она была одной из немногих, кто относился к нему по-человечески, здоровалась, останавливалась поговорить, не отворачивалась, как другие. Несколько дней назад Рафаэль нашел Эленор в городском парке. Она лежала без сознания, почти не дышала. Он вызвал скорую помощь и настаивал, чтобы медики проверяли ее снова и снова, потому что пульс был едва ощутим. Он слышал, как один из врачей упомянул редкое состояние, при котором человек может впасть в глубокую кому, практически неотличимую от смерти. Но дальше все пошло слишком быстро. Больница, документы, заключение, отказ слушать человека без статуса. Рафаэль помнил, как ее пальцы едва заметно дрогнули, когда он держал ее за руку. Это воспоминание не давало ему покоя. Его настойчивость на похоронах вызвала напряжение. Но что-то в его спокойной уверенности заставило усомниться даже тех, кто привык доверять только экспертам. По его настоянию гроб был вновь открыт. Лицо Эленор выглядело спокойным, почти живым. Когда к ее губам поднесли зеркало, спустя долгие секунды на стекле появилась слабая дымка. Началась суматоха. Медики подтвердили наличие едва заметных признаков жизни. Эленор срочно доставили в больницу. Позже выяснилось, что она находилась в редкой метаболической коме, и ошибка могла стоить ей жизни. Через несколько дней Генри Хейвуд нашел Рафаэля в больничном коридоре. Впервые он увидел в нем не рабочего, а человека, который заметил то, что пропустили специалисты. Благодарность была искренней и глубокой. Эленор выжила. Ее возвращение стало для города напоминанием о том, что внимательность и сострадание не зависят от положения или денег. Вскоре вокруг нее начали создаваться общественные проекты помощи тем, кого обычно не замечают. Руководить ими пригласили Рафаэля, не из жалости, а из уважения. Так человек, которого привыкли не видеть, стал тем, кто спас жизнь и изменил судьбы многих. Иногда герои выглядят совсем не так, как мы ожидаем. И иногда именно они оказываются единственными, кто решается сказать правду.